Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Она в поиске выхода. Что же у нее произошло? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь, что у нас в жизни происходило, либо же произошло. Вернее, не у нас, а у вас, да? Почему-то сразу, вот, знаете, я смотрю на первую карту и хочется сказать, как вы жили с такой бабкой-ешкой? Уж простите меня грешную, да? Но почему-то у меня пошла такая ассоциация. Вот хочется сказать, что вот вы жили, как будто, знаете, с какой-то колдуньей, да? Ну, назовем ее злой волшебницей, да, чтобы никого не обижать, вот, потому что, ну, светлой, белой, такой пушистой я точно не могу ее назвать. В вашей жизни была женщина, которая, ну, реально, либо же сама этим занималась, вот какой-то магией, да, вот у нее способности какие-то магические были, есть и будут, конечно же, либо же она кому-то обращалась, это 100%. 100% она обращалась. Я даже больше склоняюсь, что не сколько она, как она ходила. Она сама могла баловаться, вот знаете, потому что у нее особо это не получалось. Ей хотелось этим заняться, но по какой-то причине либо ее это пугало, либо что-то у нее не получалось, да, что-то она неправильно делала, и она в большинстве случаев обращалась к другим людям, к магам. Я вам скажу, что у вас есть, ну, пара-тройка таких довольно близких, надежных друзей, с которыми вы можете пообщаться, да, вот посоветоваться. У кого-то это может даже на работе быть, вы и коллеги, и просто дружите. То есть это люди, которые и в радости, и в горе всегда вас поддержат, и у вас такой взаимообмен, да, и радостями, и неприятностями. Вы можете на такой небольшой мальчишник собраться, поговорить, в чем-то посоветоваться, да. Теперь еще смотрите, что бы хотелось сказать, что вот в вашей жизни есть человек, это может у кого-то женщина даже проиграться. Это новая женщина, с которой, возможно, вы познакомились, да, кто-то, может быть, переписывается. Ну, вот эта новая женщина, с которой вы общаетесь, я знаю, что среди вас есть такие, которые, в принципе, начинают потихонечку входить в новые отношения и общаться с другими женщинами. Она, в принципе, довольно неплохая. Я сейчас именно для вас вот говорю, у кого появилась, ну, совсем недавно, может быть, да, вот такая новая женщина. Она довольно неплохая, она очень гостеприимная, она такой очень светлый, позитивный человек, и причем она стабильно такая, серьезно настроенная. Вы можете даже не сомневаться, потому что есть некие сомнения, да, вот какая она, в силу ваших вот прежних отношений, да, вот всех перипетий, которые вы пережили со своей ведьмочкой так называемой. Вот вы немножко сомневаетесь, да, в женщинах, но здесь я могу вас заверить, что она абсолютно ориентирована на серьезные отношения, она чувствует себя очень комфортно с вами и хорошо с вами. Но остальное это уже в другой раз, это не сегодняшний наш рассказ. Итак, что еще хочется сказать? Вот есть у вас какая-то такая жилка авантюризма, что ли, какая-то жилка даже экстремала. Здесь может проигрываться, знаете, вот ситуация, ну пусть даже это не сейчас, а вот может быть раньше, да, в юности, в молодости. А может быть у кого-то и сейчас реально проиграется, да, потому что у меня разные возрастные категории смотрят. Есть какая-то вот реально экстремальная жилка, то есть вы любите какой-то либо экстремальный вид спорта, либо же ним занимаетесь, да, это и гонки на мотоциклах, и скалолазание, разные там паркуры, ну я не знаю, что еще, я не очень в этом разбираюсь. Напишите, если у кого-то из вас это было, либо же есть. Вот чем вы занимались. Причем это такой вид спорта, да, ну, либо же занятие такое, оно очень, ну, опасное для жизни. Нужно очень аккуратно, потому что реально можно попасть, но попасть уже туда к праотцам, к сожалению. Поэтому, если вы занимаетесь, то очень осторожно занимайтесь. Так, что же еще у вас происходит?
Может у кого-то проиграться, работа связана вот с какими-то, знаете, либо же тяжестями, много физической работы, да, это могут быть, ну, начиная от грузчика, там, я не знаю, заканчивая еще какая-то профессия, что и физически, и морально вы очень сильно устаете. Вот знаете, это не обязательно, что вы там кирпичи таскаете, но вот настолько вы вечером, ну, к вечеру, да, вот за рабочий день, вот вы настолько устаете, что такое ощущение, как будто вы грузили там, я не знаю, разгружали вагоны с кирпичами весь день, либо же всю ночь, да, потому что бывают и посменные работы. Вы вообще такой человек, который либо же сейчас, либо раньше дружил со спортом. Вот вы любите и спорт, да, и те же вот лыжи, которые у нас нарисованы, и какие-то, это могут быть, знаете, даже вот борцовские какие-то виды спорта, да, тоже карате, дзюдо, там самбо, вот эти все кунг-фу, ну, вы в курсе, я думаю, лучше меня. Ну, то есть это связано с какой-то вот борьбой. Вы человек, который, знаете, вот вы безумно заботливый человек. Вот если вы кого-то любите, вы настолько, ну, супер заботливый. Таких, наверное, очень мало уже осталось, ну, по крайней мере, тяжело найти такого человека, который был таким заботливым. Вы из тех, которые, знаете, вот примчится на другой конец города в ливень, чтобы просто любимой женщине, там, я не знаю, зонтик привезти, да? Под дождем, под снегом, под градом, но вы придете, вы поможете, да, вот это я такой элементарный пример привела. Ну, то есть вам ничего не страшно, вы всегда выручите, вы всегда подставите плечо. У вас есть такая жилка надежности. Даже, возможно, от вас исходит такая, ну, довольно сильная энергетика, энергетика вот настоящего мужчины, я ее называю. Знаете, несмотря на то, что у вас очень сильный характер, такой мощный, да, мужчина с большой буквы, тем не менее, вот вы бываете периодами, ну, просто таете. Вот таете вы и перед любимой женщиной, и таете перед детьми. Вот если у вас, у кого есть дети, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Напишите в комментариях, если я права. Вот перед детьми вы, ну, готовы, я не знаю, там, любое желание просто исполнить. Но дети, ну, это просто 100% вьют из вас веревки. Это та ситуация, когда, вот знаете, как, я думаю, все видели и в соцсетях, когда дочь может макияж делать своему папе, ногти красить, там бантики какие-то, заколочки, да, вот застегивать. Ну, то есть вы из тех родителей, у кого есть, конечно же, дети. Ну, тут ведь не перевить из вас веревки. У кого из вас нет детей, то я вас поздравляю. Вы будете таким же папой, из которого будут вить веревки. Итак, давайте теперь смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад. Ну, с этой женщиной, скорее всего, да, у вас была семья. У вас семья, дети даже могут проигрываться. Либо же вы хотели детей, но еще не успели, да, либо же не получилось, не сложилось. С этой женщиной вы много как ссорились, так и мирились. Но в конце концов вы разошлись и не спасли даже дети. Эта женщина, ну, постоянно строила из себя хозяйку положения, да, вот хозяйку, как я сказала, так все и будет. То есть с этой женщиной вы не чувствовали себя мужчиной как таковым, да? Здесь скорее управляла она. Причем она могла управлять и не очень деликатно, она могла и криками, и скандалами, и унижениями управлять. То есть дама абсолютно лишенная деликатности. Знаете, вот вы, когда находитесь с ней на расстоянии сейчас, да, поскольку это скорее, ну, там, развод, разрыв, да, вот произошел, вы себя как-то чувствуете, вот в моральном смысле слова, вот как-то, знаете, легче, что ли. Потому что вот нет рядом этой птички мозгоклюйки, нет рядом этого выноса мозга постоянного, нет конфликтов, да, вот нет каких-то таких моментов, о которых вы сейчас можете вспоминать, ну, с ужасом, наверное, да.
Эта женщина, я вам скажу, да, она может быть и хороша собой, она может быть довольно там подтянутая, да, она следит за собой. Ну, характер же, ну, держите меня семеро. Ну, здесь очень тяжело с такое сосуществовать. Я думаю, даже ваши знакомые, близкие и друзья, они очень сильно удивлялись, как ты вообще мог с такой прожить столько времени, да? Вот напишите в комментариях, есть такой момент? Вы сохраняли эти отношения с ней, да, потому что и любили, да, плюс дети, плюс материальные какие-то моменты, там машины, квартиры, да, но все-таки любовь, любовь, но опять же терпение не вечное. Давайте теперь разбираться, в каком же поиске выхода она, что же у нее происходит, что она ищет выход. Знаете, как будто вот у нее сейчас началась черная полоса. Это начиная от финансов, это могут быть проблемы по работе, вплоть до того, что она стоит перед там сокращением, какая-то реорганизация, либо же ухудшение условий работы. Это проблемы с мужчинами. Вот я не вижу у нее мужчины рядом. От слова совсем вот я не вижу. А привыкла-то она к сытой жизни, а привыкла-то она с вами быть, ну, вся такая из себя королевишна, да, что вы ее обеспечивали, вы ее кружили, а она, тем не менее, устраивала вам любовные треугольники. Сейчас у нее мужчины нет. Я во внимание не беру, если там иногда какой-то жезл у нее там проскакнет, да, или как это назвать, да, вот, или она там поскачет по этим жезлам. Мы это не берем во внимание. Вот она себе сейчас не может позволить много чего, то, что могла позволить с вами раньше. То есть у нее финансовые проблемы, у нее проблемы в личной жизни, плюс у нее начинает барахлить здоровье. У нее как будто вот реально сейчас черная, причерная полоса. Смотрите, у кого-то может даже проиграться обострение таких вот вредных привычек. Это и та же рюмка чая может быть, да. Это, кстати, вот у меня такое ощущение, что у нее как будто, ну, крышу сносит абсолютно вот. От вот этих проблем, которые у нее навалились. Но здесь крышеснос, здесь, знаете, как будто повышенная конфликтность. Здесь, конечно же, нервно-психические расстройства. Вот у нее нервы расшатаны до такой степени, потому что она не может найти выход из этой сложившейся ситуации. Вот представьте, да, на человека все сразу свалилось. И она не может, это Г все, да, она не может разгребти это все. Она стала такая вот, ну, она и была, в принципе, конфликтная. Сейчас она стала вдвойне более конфликтной, даже с детьми. Это и с родственниками, там, и если есть живые родители. Она настолько стала такая, ну, знаете, как крикливая старуха какая-то. Вот у меня, знаете, как старуха в сказке. Понятно, что она не старуха, да, а вообще вот по жизни она такая сварливая бабка стала. Вечно недовольная, вечные претензии, вот весь мир ей должен, да, все ей должны, у нее ничего не получается. Она бессонными ночами, я вам скажу, думает вообще, как это все разрулить, но она не может придумать себе, как выпутаться, да. Она особо не хочет искать работу. Вот она особо не суетится. Даже вот если у нее, допустим, уменьшили зарплату, либо же там сокращения какие-то, но она особо не суетится. Она почему-то постоянно рассчитывает на других людей. Вот она думает, а может мне тот поможет, а может мне этот поможет. Но обычно любой нормальный человек, да, он в первую очередь там садится хотя бы на какие-то сайты с вакансиями, да, и начинает это все листать, ну, чуть ли не сутками живет на этих сайтах, да, пока найдет какую-то работу, собеседование. Она же особо не суетится. Вот как будто она ждет, что ей манна небесная упадет на голову, да, вот эта работа вот ей упадет на голову, и она ее просто возьмет себе в кармашек и пойдет. Ну, какая-то вот странная женщина, как в песне, да, когда-то была. Странная женщина, странная. Я вам скажу, что она пытается выпутаться вот
за счет, конечно, мужчин, она пытается с ними флиртовать. Конечно же, она периодически ходит на какие-то там, я не знаю, так, корпоративы, дни рождения, может быть, кафе, у кого как проиграется. Она пытается, ну, снять, так скажем, да, это некрасиво звучит, но тем не менее, по-другому я это не назову. Снять какого-то мужчину для того, чтобы с ним завязались отношения, и он как-то ее то ли содержал, да, вот помог, опять же, финансами какими-то, чтобы ей помогал. Но, как правило, у нее таких мужчин нет. Вот мужчины ее, да, вот эти жезлы, они ее периодически пользуют и выбрасывают. Она уже превратилась, знаете, ну, грубо говоря, наверное, как в какую-то резиновую куклу, которую пользуют раз в неделю, допустим, да, и выбрасывают за ненужностью. То есть у нее сейчас такой, ну, своего рода депрессничок немножко. Она в каком-то смысле, да, вот понимает, что у нее началась черная полоса. Она даже понимает, что, наверное, вот она где-то в чем-то накосячила, что-то согрешила, что ее так свыше наказывают. У нее даже такие мысли появляются. Но, тем не менее, я просвета пока не вижу. Вот не вижу даже какого-то серьезного подхода к решению проблем. Вот, знаете, ну как-то вот она не умеет, что ли, решать проблемы, потому что всегда вы за нее это делали. Вот она не умеет. Вот знаете, есть такие женщины, которые не умеют банально заплатить даже за квартиру. Вот квартплату не умеют заплатить, потому что мужчины это все делали. Напишите в комментариях, у кого такое было. Я думаю, многие через это прошли. Вот ее сейчас вот как болото вот засасывает, и выхода она не видит. Я тоже не вижу у нее выхода. Она как будто вот погрязла в этом. Ну, я могу единственное сказать, что бумеранг никто не отменял. Здесь бумеранг в действии, поэтому в таких случаях, знаете, таким женщинам я даже как-то, ну, не могу даже посочувствовать. Как-то вот язык не поворачивается таким сочувствовать. Людям, которые других обижали, унижали, да, там рожки наставляли и так далее. Так что вот как-то так. Что имеем, не храним, да. Пусть теперь выпутывается как может. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!